Привет, интернет, привет, трейдеры и все те, кому просто нужны деньги. Сегодня среда, 29 июля 2026 года от Рождества Христова. И сегодня мы посмотрим на широкий рынок и что здесь происходит. Конкретнее на индекс доллара. Доллар падает, евро растет. Также посмотрим на иену, криптовалюту, Bloomberg Commodity Index, Gold-Silver Ratio. Тоже показывают сигналы к росту. Немного на commodities типа газ, нефть, грейнс, металлы, кофе, какао, опять корн. And that's it на сегодня. Так, как предсказывал несколько недель назад, поход вниз все-таки будет, но будет не прямой, а через реакцию. Раз, два, три, А, Б, С. Похоже на двойной зигзаг. Не превысили, вот видите, этот хвост. И вниз еще, похоже, нас ожидает еще один вот такой же зигзаг. Замеряем, где он может закончиться. Ну, так или иначе, оно уже указывает, то есть на вершину первой волны. И если по Фибоначчи, не думаю, что это далеко уйдет, но до чистоты эксперимента измеряем. Уже сейчас на разметке видно конец промежуточной волны в районе 102, 233. Ну, реакция, скорее всего, дойдет до тех же значений, глубоко не пойдет. На евро, соответственно, думаю, это будет что-то около 16, 16,2. Но на рынке нет никакой определенности, поэтому будем просто наблюдать, куда она пойдет дальше. Ожидаемо. Так, да, драйверы самого доллара, американские долговые обязательства 30-летки слева, 10-летки справа. Да, как видно, очень оно вот разворачивается, и на этот пуш к этим значениям указывал уже месяца 3 назад. Может, дойдет до сюда, а может быть, еще один зигзаг до сюда. Структурно, вообще, напомню еще раз, вся эта структура мне указывает в зону H80. Это мы замеряли еще в мае. Здесь будет очень хорошо покупать 30-летки, что Уоррен Баффет и делает. Здесь же очень хорошо будет закупать commodities. Будет просто эра дорогих ресурсов. Кофе, зерно, газ, нефть, все что угодно. Ну и десятилетние, как видно, заворачиваются вниз. Вот цели для десятилеток. Наиболее вероятно, ближайшая цель, возможно, дойдем до 4. Возможно, посмотрим. То же самое для иены. Иена находится в эксклюзивной ситуации. Ого-го, как пошла вниз. Возможно, они там в Японии уже сливают американские долговые обязательства очень сильно. Иена также подтверждает, как известно, что иена на сегодняшний день это один из крупнейших держателей американского госдолга. Кому интересно, почему так сложилось, можно изучить историю конца середины 80-х. И давайте взглянем на месячный таймфрейм, как обстояло дело в 80-х, и на что похожа данная структура. Вся данная структура очень похожа на классический зигзаг. Надо больше брать двухмесячный. В 71 году иена пошла вниз и дошла аж до значений 80, 76, достигла значений 76 в 2012 года. С тех пор она дрейфует вверх, но это на самом деле классический зигзаг. Нормы окончания данного зигзага – вот этот хвост. Либо его окончание в районе 177 ровно, сейчас мы на 163 находимся на месячном таймфрейме, на двухмесячном таймфрейме. Либо его основание в районе 183. Может, конечно, дойти и глубже. Смотрите, какой здесь разрыв на двухмесячном таймфрейме. Это будет показывать на большие проблемы в японской экономике. Наиболее вероятно все-таки возможно его окончание. Никто точно не знает, нужно просто наблюдать. Но если зайти в позицию, шортовую позицию иена к доллару от этих значений, это будет многолетний, спокойный тренд, который, если от ABC, продлится еще много лет прибыльно, в зону приблизительно как минимум 56. Но по высоте оно нам ничего не дает, значения отрицательные. Нет, так это не работает. Ранее я высчитывал. Если по Фибоначчи, ну и отмерим, допустим, от нашей цели, от основания. Но он уже вроде подает сигналы к развороту. Давайте глянем. Так, это RSI. Довольно сильно нагрет, но еще есть куда греться, и видно, что греется. То есть рост еще будет. О, на MACD сильный сигнал к росту. Все-таки она еще, может быть, целый год будет расти. Давайте перейдем на месячный.
еще будет расти, то есть падать. Да. Но каковы цели по достижению целевых значений по Фибоначчи? Двухмесячный возвращаемся. Так, 786 отрицательное значение. Это нам не подходит. 17. Вот уже более похоже на правду. Я думаю, это будет являться низшим, то есть иена укрепиться низшим потенциальным значением, как сильно может укрепиться иена. Эта история очень далекая. 78. Наиболее вероятное значение, но, однако, эти значения уже были протестированы. Наиболее вероятное достижимое значение, еще раз тест этих. Вот это наш диапазон. Там где-то высчитывал, было около 58 все же. То есть на $100 проинвестированных в эту позицию по значениям, по ближайшим значениям от 86, можно, и продажи по 57, можно на этой позиции заработать около $1700 в дальней перспективе. Так, в краткосроке перейдем на дневку, посмотрим. Все указывает на то, что доллар будет падать. Это же видно и на самом долларе через реакцию. Мы этой реакции ожидали уже 3 недели назад. Очень сложная комплексная структура у нас тут образовалась. Сейчас она подает сигналы вниз. Нет никаких проблем развернуться. Сейчас 8.48 и пойти вверх. Однако долговые бумаги также остывают. Давайте взглянем на мелкий таймфрейм. Долговые бумаги, не глядя на то, что долгосрочный тренд, он на понижении его цели, и это же подтверждают другие ресурсы. Вот, например, к примеру, нефть. Это слишком мелкий таймфрейм, возьмем нефтку. На нефти структурно еще возможен еще один пуш вниз. Вот как видно у нас в грудне 25-го нащупали дно, это волна А. Вот здесь вот сложный зигзаг, точнее expanded flat, и вот его пятиволновая структура вниз. Это тройка закончилась здесь, четверка, и пятерка, она должна обновить вот этот лой структурно. Тем более, если мы взглянем, какие тут есть расхождения. Этот гэп был перекрыт, и в чем расхождение? Что раз гэп перекрыт, возможно, уже никакого вниз-то и не будет. Но структурно, если высчитывать подволны 1, 2, 3, 4, 5, она должна коснуться этих значений, как минимум этих значений еще разок. Скорее всего, еще их и обновить. Здесь, либо здесь стоят мои ордера около 52-48. На это же указывает MACD. Видите, как он на дневочке? На дневочке, на 8 часах. Он ушел вниз и уже начинает греться. Посмотрим. Приблизительно похожая ситуация на S&P 500. S&P 500. Вот эта структура. В марте-апреле мы получили рост на новостях о том, что якобы война в Ормудском проливе завершается. Вот этот рост. Вот эта вот часть, она похожа структурно на зигзаг, либо на треугольник. Если это треугольник, то он должен бы закончиться где-то здесь. А треугольник – это последняя подволна младшей степени перед последним пушем вверх. Цели такой волны будут в районе 79-17, 8200. Ну и вот видите, оно нагревается. Это может быть как утренний нагрев, так и начало последней волны роста. И такая же ситуация повторяется по множеству других активов. Давайте взглянем, что у нас на криптовалюте. То же самое на криптовалюте. Вот доминация доллара на криптовалюте. В предыдущих обзорах рассматривал эту структуру. Это может быть expanded flat, двойной expanded flat, вложенный там 2 пятерки. Первая пятерка может завершиться здесь, вторая пятерка. Вот у нас вершина первой подволны. Так, более детальные графики также публиковал, можно найти в LinkedIn, в сегодняшнем X. Вот вершина первой подволны, ниже, если это третья волна, то реакция не может зайти сильно глубже вершины первой волны, то есть это 6.23, может быть чуть-чуть ниже, 5.85 сюда, и это будет двойной зигзаг. Вот у нас четверка здесь поставлена. Давайте посмотрим на цели по Dogecoin. Повторим. Даунтренд на Dogecoin, он наблюдается где-то с декабря 2024 года и длится, то есть, довольно долго. Он достиг целевых значений 6.99, 6
68. И самое время для реакции, на что указывает осциллятор MACD, то есть на возможную эту реакцию. Эту реакцию я ожидаю довольно долго, куда может привести нас эта реакция, да как минимум к 38% от предыдущего движения перед возобновлением даунтренда. И где же у нас как минимум это 38% от предыдущего движения? Так, вот у нас вершина, это декабрь 2024 года. Эта вершина не превысила ATH предыдущего, который был в районе 69-73. Ну и 38 находится в районе 20,023 доллара за один Dogecoin. Наиболее вероятно 0.16. С текущих значений это. Если до 16, это плюс, мамма мия, 137%. Если до 23, и это минимум, структурный минимум, на который, возможно, допустимо может дойти эта волна, это 240%. И далее еще раз подобная структура. Волны повторяются. На биткоине подобным образом измерения указывают на возможность похода 89-94, я ожидаю эти значения. Как минимум 72. У меня стоит маленький ордер на шорт отсюда, не ранее. Либо все же 89-94 будем посмотреть. Если эта часть является пятеркой, то тройка может достичь этих значений. Так, давайте быстро взглянем, что у нас на биткоин к золоту. Биткоин к золоту. Ничего не рассказывает нам этот график сегодня. Что на осцилляторах? Так. Двухдневка. Пятидневка. Объемы понижаются. Но объемы часто понижаются перед их всплеском. Вот как здесь было. На этом графике никаких ответов я не вижу. Так, ну и быстренько о широком рынке. Bloomberg Commodity Index меня поражает в последнее время. Видно, как цена оттолкнулась от трендовой линии, образованной вершины весны 2022 года. Вот цена столбика отскочила отсюда. И ближайшая возможная цель, раз уже она отскочила, это достижение следующей трендовой линии, более сильной, образованной вершинами 2011 года, также 2012 года, также 2022 года. Очень сильная трендовая линия. И есть вероятность, что мы протестируем, либо протестирует цена ее еще раз вот в ближайшие недели, либо вырвется отсюда, и на всех коммодитис начнется сумасшедший, фантастический, гиперболический рост. Это все будет очень сильно дорожать. Если это произойдет, что unlikely. Почему? Да потому что американские долговые обязательства, структура на них еще очень сильно, как правило, доллар сильно влияет на все эти commodities, но последние недели мы видим сильные расхождения, и если это произойдет, это будет фантастическое расхождение с индексом доллара, который исторически всегда очень сильно влиял и на commodities, и на металлы, и на фонду. Мы видим, что это расхождение происходит, но еще не произошло. Если это произойдет, это будет фантастический рост, фантастическая дороговизна всех commodities. Но подтверждения этого еще нет. Я бы full in делал на подтверждение пробива этой трендовой линии. Это будет очень дорого, все будет, очень большие возможности заработать. Однако мой базовый сценарий, что этого сейчас не произойдет, не глядя на то, что это будет все-таки уже аж раз, два, три, четвертый тест, я ожидаю похода еще одного в зону 126-122 на commodities, потому что эта структура выглядит как потенциальный двойной зигзаг ABC, ABC. Если это не зигзаг, и цена на commodities, она просто гиперболически вырвется вверх, ну, там со страшными просто целями. Так, в средней сроке, в краткосроке, на 2 днях, что у нас видно на индексе Gold-Silver Ratio, осциллятор MACD указывает на то, что сильно возможен поход вниз. Я ожидал, что все-таки будет у нас пуш вверх, может быть, он еще и будет. Но в краткосроке возможен отскок на металлах, на золоте, серебре. Gold-Silver Ratio подтверждает охлаждение индекса доллара, который мы видим здесь. Металлы и иена, евро, доллар подтверждают поход вниз, то есть подорожание металлов. Криптовалюта потенциально это подтверждает.
Видите, как платина намерена, надо прикупить. Это же подтверждает структурно S&P, на нефти гарантий нет. Она одна как-то смотрит неопределенно, не подтверждает этого. Но структурно возможно, но пока не подтверждает. Так, уже 9 утра. Не торгуйте до 10 утра, не открывайте сделок, потому что очень часто в 10:15... кофе еще это подтверждает. С открытием кофе цена любит менять направление. Кстати, кофе структурно подтверждает еще один пуш вверх в район 394. То же самое какао. Всем толстой прибыли. До новых встреч.